Если вы ищете какую-то определенную информацию, то внизу под видео будут тайм-коды на каждый из пунктов, дабы не слушать то, что вы уже знаете, или то, что вам не нужно. Итак, начнем с того, что сервы бывают двух типов. Java и PTS. Конечно, некоторые называют Java, но я считаю, что правильно будет Java. И чтобы этот гайд был максимально полезным, я постараюсь затрагивать сразу два типа сервов. В качестве Java у нас будет выступать Asterius, ну а PTS он везде одинаковый. И я буду просто проводить параллели и рассказывать, как и что работает на Asterius, а как и что работает на PTS. Самыми основными различиями гладов между PTS и Java это то, что на PTS глады могут бить только масухами, а на Java серверах приходится использовать различные комбинации. Это все потому, что макросы уменьшают время отката любого скилла на 1 секунду, тем самым убирая полностью КД у масухи глада. И начну я, пожалуй, с самого актуального, то что чаще всего ищут в гайдах, это Equip. Я, конечно, дико извиняюсь, что у меня почти голый чар. Меня тут недавно цыгане обокрали, и поэтому придется снимать так. На самом деле, кто смотрел мой последний видос, знает, почему я без шмота. В любом случае, я буду прикреплять картинки или скрины для большей ясности. И надеюсь, на меня не кинут страйк за какие-нибудь авторские права на картинку или что-нибудь еще такое, я не знаю. Если что, простите, это все для общего блага. Спасибо. В данном случае мы будем разбирать эквип на фул прокачанного чара. Начнем с армора, или точнее с сета под каждую ситуацию. Первая ситуация у нас будет это сет для PvP в поле и в целом в любых КПшках. Самым лучшим выбором будет это Vesper MV Noble Heavy Set. В случае с Asterius это полный MV сет, а в случае с PTS то тушку можно сделать только PvP-шную. Если нет возможности сделать MV сет, делаем обычный с PvP тушкой и точим его как можно больше. В любом случае, этот сет он всегда будет самым основным при любой ситуации. И не нужно никаких ни легий, ни ворпов, потому что вот минус той же легии, она, во-первых, дорогая, во-вторых, у нее меньше ПДФа, и в-третьих, у нее меньше ХП, чем у Vesper MV сета. А также резисты к руту и к слипу будут всего 50%, когда в том же Веспере мы имеем 70, а в случае с МВ, то там каждая часть дает еще дополнительно по 5% к слипу и руту. Единственное, что у Элегии есть дополнительный резист к блиду, ну как и у Ворпова тоже. Но Ворпов опять же тоже дает всего 50%, и Ворпов режет нам СТР, что не очень приятно для глада. Ну и также Ворпов уступает нам по ПДФу Весперу МВ сету. Единственный минус Vesper Noble сета это то, что нет резиста к стану. Но у нас есть ЛХ, там Ленхёрд или как-то так оно будет правильно на английском называться, который будет нас очень сильно спасать от станеров в PvP. Первый и самый основной, опять же, Vesper Noble MV Heavy Set. Или же на крайняк обычный, не MV. Но дабы комфортно и полноценно фармить Олимп, нам понадобится еще один сет. Называется Marai Heavy MV Set. Из плюсов этого сета много скорости атаки и с резист от стана 50%. Плюс каждая МВ часть дает дополнительно по 5% к резисту от стана. Против роб это очень комфортный сет. За счет большой скорости атаки у нас очень быстрый прокат скиллов. Также, когда заканчивается ЛХ, юзаем его против любых станеров. Если бюджет не позволяет сделать МВ сет, делаем обычный. Точите его насколько максимально можете и юзайте его только против станеров, только когда заканчивается ЛХ. По поводу сетов для прокачки. То, что есть, то и берите. В случае, если вы будете фармить с автоатаки, то, конечно же, лучше взять элегию. Если вы будете бить чисто скиллами, то в любом сете можно, в принципе, это делать. Конечно, лучше брать тот, где больше ПДФа, но в целом можно брать любой. Сразу хочу сказать про атрибут. Вставляем любой атрибут по вкусу, кроме святости и тьмы. Далее у нас выбор дулей. По факту подходят любые дули с заточкой от плюс 4, потому что заточка от плюс 4 даст нам немного бонуса к ХП,
даст нам фокуса, который нам особо не нужен, потому что он не работает на скиллы, а также даст нам прибавку по урону. Конечно, если это не ловые дули, потому что ловые дули, талом плюс ДЛЕ, добавляет хп, ЦП и МП. Ну и в целом у них также есть прибавка дополнительная к урону в ПВП. Мы же берем ту пуху, которая даст нам больше всего по атаке. В целом это может быть любая пушка, начиная с И-грейда. Потому что от И-грейда можно только оставлять атрибут. Ну, опять же, можно И брать, если она хорошо заточена. И по атаке вы лучше найти просто не сможете. Также очень хорошую роль играет ПВП-вставка в оружие, которая увеличивает урон в ПВП. Хотя в описании на многих базах этого не написано. А также помимо по атаке, ПВП-вставка уменьшает рейндж атаки у луков и арбалетов. То есть всякие лучники и арбы будут вас бить на более меньшем рейндже, чем обычно. Чем выше пушка грейдом, тем больше надо на нее славы, чтобы вставить в нее ПВП-вставку. Пройдусь по самым основным. Это Веспер дули, куда надо почти 37к славы, Мид дули, куда надо почти 43к славы, и Топ дули, куда надо 50к славы. Опять же, возможно на вашем сервере как-то по-другому, но если я не ошибаюсь, на ПТС и на Астере все именно так. Но на некоторых базах знаний информация неверная. Славу можно получать на осадах замках, на ТВ и с Олимпа за ежедневные квесты. Но в случае со Стериусом есть небольшой лайфхак. Славу еще дают за 9-часовые ГВГ ивенты, но единственное, что чтобы получить славу, вам нужно в них побеждать. И если участвовать во всех ГВГ ивентах, то по идее за день, если вы только будете побеждать, где-то можно 2500 славы вытаскивать. А в случае с ПТСом был раньше такой абуз, что можно было регистрироваться двумя кланами на один форт, где в одном клане находился чар для залива славы, а в другом твинки. И получалось так, что где-нибудь за фортом ставим флаг на твинков и основой просто сливаем этих твинков, поднимая их обратно. Вот, и вот так вот по кругу. И за каждого слитого чара на форте давали по одной славе. Таким способом можно было очень быстро сделать ПВП-вставку. Опять же, я не уверен, что везде так работает. Я знаю, что на некоторых якобы ПТС-сервах так работало. Так, с дулями разобрались, но что нам еще понадобится из оружия? В случае с Олимпом нам понадобится еще блант, ну или по-простому дубинка. Она нам понадобится, чтобы станить даггеров и берсов. Ну или можно еще как я понаркоманить и станить каких-нибудь самонеров. В любом случае, это все будет зависеть от ваших тактик. Блант в целом пойдет любой, желательно одноручный, потому что у одноручного быстрее скорость каста. Тем самым у него быстрее будет кастоваться стан. Но для большего профита в уроне, конечно, лучше блант какой-нибудь хотя бы Икарус или Веспер, а то еще и выше. Для начала будут варианты для богатых. В случае с полем, да и в какой-нибудь КПшке, то валик это самое нужное бежать для глада. За счет увеличенной по атаке и рефрешем в 10%. А рефреш играет очень большую роль на ПТ-сервах. Но на том же Астериусе он не особо прям так чувствуется, потому что там не работают макросы, которые уменьшают время отката скилла на 1 секунду. В случае с Олимпом, то тут все немного иначе. Валик тут нам также нужен, но нам понадобится еще как минимум 3 кольца. Оли кольцо, Баюм и Белев. Почему не Анквин, спросите вы? А я вам отвечу. АК дает резист к руту меньше, чем Оли кольцо. В случае с теми же танками, они вас просто будут душить рутами. А если вам нужен будет МДФ, то берем Баюма плюс Белефа. Конечно, немалую роль играет Тарас с Близзакином, потому что сколько бы Лианхёрд не давал вам резиста, он рано или поздно заканчивается, а бой может длиться долго, опять с теми же танками. Поэтому фулл набор для самых богатых выглядит именно так: Близзакин, Тарас, Валик, Бай, Оли кольцо и Белев. В случае с полем, если есть возможность, то берем все то же самое. Но в поле можно обойтись и одним валиком, как я и говорил ранее. Далее у нас бежать для бедных. Тут выбор невелик. Когда вы деретесь против физов, то одеваем обычного Закина
Оле серьгу, фринту и Оле кольцо. На крайняк вместо фринты, если у вас не хватает денег на фринту, можете носить Оле Неклю. А второе кольцо можно добавить Веспер МВ кольцо. Оно нам даст немного резиста от стана. Против магов же мы одеваем 2 точенных серьги, 2 точенных кольца, любых там Веспер, Ворпов, на что вам хватит, и Фрею. В целом эти варианты подходят как для поля, так и для Олимпа. Но в поле все же я бы против магов вместо Фреи носил фринту, потому что фринта дает 5% КД к физ и маг скиллам, а Фрея дает только к магическим скиллам. В случае со Стериусом у нас выбор невелик. Для ПВП в КП делаем топ-рубашку на ХП, в случае с Олимпом делаем топ-рубашку на ЦП. ЦП нам даст больше профита на Олимпе. В случае с ПТС сервом, то можем сделать то же самое, но на многих ПТС сервах есть рубашки Ольфа. Как мы видим, начиная от плюс 4, рубашка начинает с каждой заточкой нам давать дополнительные статы. И та же рубашка от плюс 5 уже профитнее выглядит, чем та же рубашка на ХП или ЦП, за счет увеличенной скорости бега и увеличенных статов. У Глада может быть 2 типа поясов. Можно взять универсальный. Это пояс на PvP Defense. В целом с ним всегда комфортно против всех. Но если вам явно не хватает урона, или хотите разогнать максимальный урон, то берем пояс на PvP Skill Attack. Я же предпочитаю брать пояс на PvP Skill Attack в первую очередь, потому что мне часто не хватает урона против тех же самонеров или оверов. Но с тем же PvP Defense намного комфортнее себя чувствуешь против тех же танков, берсов и даггеров. Но тут каждый выбирает сам то, что ему больше по душе. В том же поле, в какой-нибудь КПшке профитнее, конечно, PvP Skill Attack, потому что вы будете наносить больше урона. Но если у вас там какие-то определенные проблемы с какими-то определенными профами, там вы не можете убивать оверов или самонеров, то, конечно, берете в первую очередь PvP Skill Attack. Если вы конкретно не можете убивать танков, берсов, то, конечно, PvP Defense, как бы. Смотрите по ситуации и выбирайте то, что вам больше подходит. Из покупных плащей самый профитный на том же Астериусе это Холли плащ, который дает резист от тьмы аж на 60 единиц, хотя написано всего 30. На ПТС сервах дает только 30, но в целом если у вас дырка в сете с тьмой или же вы деретесь против тех же дашников, фэсов, некров и СБ, можно спокойно юзать против них этот плащ. Зачастую они бьют только этим атрибутом. Остальные плащи подбираем по дыркам в своем сете. На Астериусе покупные плащи защиту от атрибута почти не дают, только квестовые. На ПТС же сервах любые плащи дают нормальные атрибута. Для начала поговорим о пассивных ЛСах в основные пушки. Вот вы знали, что бывают двойные ЛСы? Уверен, что не все об этом знали. Так что такое двойные ЛСы? Двойной ЛС это когда ты ловишь определенный стат, типа Эстер плюс 1 или Кон плюс 1, и еще в дополнение к нему ловишь какой-нибудь скилл. Например, на Вардене у меня был тир с ЛСом плюс 1 Кон и лимитом веса x2. Для спойлов каких-нибудь это, наверное, самый топовый ЛС. Я, конечно, дико извиняюсь, то, что я до сих пор не научился нормально говорить букву L или как-то так, блин. Я, конечно, могу ее с трудом, если постараться сказать, но тогда получается то, что у меня какой-то дико странный акцент выходит, и как бы это все еще намного страннее и стрёмнее звучит, чем сейчас, поэтому надеюсь на понимание, вот. Вернемся к ЛСам. Так вот, что нам нужно из пассивных ЛСов для Глада? Самый идеальный ЛС, который можно поймать Гладу, это Эстер плюс 1 и пассивный PvP Might. Чтобы поймать такой ЛС максимального уровня, нужно тыкать только топ ЛСы, начиная с 76 уровня. Чуть менее топовый ЛС это Эстер плюс 1 и пассивный Рефлект. Опять же, это сверхкрутые ЛСы и поймать их очень сложно. Но на Астериусе есть такие упоротые челики, у которых в каждой пушке есть такие ЛСы. Про сверхкрутые ЛСы рассказал, теперь расскажу про ЛСы для обычных смертных. Для обычных смертных самый лучший вариант это пассивный PvP Might.
Это универсальный ЛС, который идеален для Олимпа и идеален для поля. Но не для ПК на Астериусе. На Астериусе в ПК PvP Might не работает. Но на ПТ серваках он работает. Возможно, эта информация кому-то пригодится. Ловится этот ЛС с любого лайфстоуна 76 уровня. Чуть хуже ЛС будет это со статой STR плюс 1. Ловится он с любого топ ЛС, даже если он 46 уровня. Третий вариант это пассивный рефлект. В целом он неплох для каких-нибудь соло PvP или даже для ПК. И на Олимпе против тех же дестров или палов. Я бы такой ЛС ловил какую-нибудь дополнительную пушку, имея в виду какие-нибудь дополнительные вторые дуалы, чисто против танков и дестров. И еще можно оставить пассивную Клару. С ней чуть комфортнее в поле, но на Олимпе же зачастую нам хватает МП за счет Макс Клары и Талика ЛФ. Профитнее ловить то, что я говорил ранее. Далее поговорим о активных ЛСах. Для экономии бабок берем самые дешевые цешные пушки, которые меньше всего весят, либо же, если вы побогаче, ловим в палки для блицбоди и палку на менталку. В случае с ПТСом самое крутое и самое основное, как для поля, так и для Олимпа, это физ рефреш и ау рефреш, то есть рефреш на любые скиллы. В случае с Олимпом ближняя масуха будет без отката, если юзать мы будем ее в макросе. В случае с полем и под сонгами Реневалый Чемпион дальняя масуха будет практически без отката. Напоминаю, чтоб не запутались, это были лучшие варианты для ПТС серверов. Но в случае с Астериусом все иначе. На Астериусе в поле, в КПшках, также лучше юзать рефреш и чередовать его с PvP Майтом. А если для соло какого-нибудь PvP, то лучше, наверное, просто PvP Might. На Олимпе же, как основной ЛС, это активный PvP Might, потому что макросы не работают, а рефреш практически не ощущается. Единственное, что рефреш можно юзать только тогда, когда PvP Might уже закончился. Но я иногда еще юзал против саммонеров, но как-то я особо разницы не чувствовал, что есть рефреш, что его нету. Далее, в случае с Олимпом нам нужен будет еще один ЛС, это активный рефлект, который даст нам 20% отражения урона. Опять же, его юзаем только против дестров и танков. Следующий ЛС, который нам нужен, это ЛС на отхил, который даст нам возможность раз в 30 секунд отхиливать себе где-то по 550 хп. Следующий ЛС, который нам нужен, это ЛС на Целесту. Что он нам даст? Вот, например, на Олимпе попали свою против Берса на зеленке. У него УД 30 секунд, которые нам нужно пережить. Целеста дает нам 7 секунд неуязвимости. Так вот, Берс юзает УД. У вас есть своя Целеста 10 секунд. У вас есть ДП 10 секунд. И у вас есть Целеста с ЛС 7 секунд. То есть по факту вы можете спокойно пережить 27 секунд, не получая особо никакого урона. Или же есть еще один вариант для примера. Опять же, вы на Олимпе, не успели вы добежать до вражеской кабинки до начала боя, а там сидит и шхарится какой-нибудь маг. Если вы в тупую побежите, он успеет дать в вас пару своих мощных нюков и забежать обратно за колонку, потому что рейндж у него макс скиллов намного больше, чем ваш, например, раш. А вот с Целестой же, например, у вас будет возможность добежать до мага, не получив ни капельки урона. Но опять же, это лишь мои способы использования этого ЛС. Возможно, у вас какие-то есть примеры и варианты получше, поэтому в любом случае этот ЛС лишним не будет. Я думаю, большинство знают, что Агладу нужно бустить максимально СТР. В целом это верно. СТР на самом деле дает не так много по атаке, но он хорошо увеличивает шанс критов со скиллов. То есть, чем больше СТР, тем больше шанс крита удара со скилла. Поэтому что мы делаем? В поле мы ставим тату плюс 4 СТР минус 4 декс, плюс 1 СТР минус 1 декс и плюс 4 кон минус 4 декс. По итогу будет минус 9 декс. Что на ПТС, что на Астере в целом себя комфортно чувствуешь с этими татушками. Но вот, например, лично мне на Олимпе, мне вот некомфортно с плюс 4 коном. То есть мне плюс 5 СТР, минус 5 декс нормально, но если еще минус 4 декс сделать, то мне уже некомфортно. Но знаю, многие с такими татушками бегают. Я сколько пробовал, мне вот не хватает вот этой вот небольшой скорости атаки и небольшой скорости бега, которая вот режет этот кон.
В любом случае, если вам так комфортно, оставляйте плюс 5 СТР, плюс 4 кон, минус 9 декс. Если вам явно не хватает бега и скорости атаки, убирайте кон и вместо него делайте тату на плюс 4 вид и минус 4 инт. Тогда у вас будет чуть меньше хп и цп, но вы будете более мобильнее и будете кастовать быстрее палки. Первый на очереди у нас идет Double Sonic Slash. Если вы играете на Астериусе, точим его на дуэль плюс 30. Если вы играете на ПТСе, то вообще его не трогайте, он там не нужен. Дальше у нас идет Sonic Blaster. Точим на дуэль. Дуэль нам даст максимальный профит. Далее Sonic Storm. На самом деле, вот тут идет все самое интересное и самое сложное, чтобы объяснить все правильно и понятно. Точить скилл на дуэль есть смысл только тогда, когда у вас нет атрибутов пушки. Или очень мало. И так как у меня пушка без атрибута, он у меня заточен на дуэль. Вы же, если у вас хорошо заряженный чар с нормальной пушкой, точите его на атаку атрибутом того типа, который у вас в дуалах. Опять же, если у вас скиллы слабо заточенные, то конечно же масухи 100% нужно точить на атрибут. Только если скиллы приближены к плюс 30, то можно еще их делать на дуэль. Получается так, что даже заточка скилла на плюс 1 на атрибут автоматически привязывает ваш урон с этого скилла к атрибуту вашей пушки. То есть, например, у вас 300 пушка, вы точите скилл на плюс 1, и у вас урон со скилла идет уже атрибутный. То есть составляет 301 урон атрибута. Если скилл плюс 30, то урон уже будет в 350 единиц атрибута. Если у чувака защита от атрибута меньше 350 единиц, то вы его пробиваете по атрибуту. Если больше, то вы его тупо не пробиваете. И получается так, что если у вас скилл даже плюс 0, он будет дамажить ровно столько же, сколько ваш скилл плюс 30 заточен на атрибут с 300 пушкой. Так вот, плюс заточки на дуэль в том, что там при любых обстоятельствах вы получаете примерно 5% урона при условии плюс 30 скилла. А плюс заточки на атрибут в том, что если у противника дырка в атрибуте, которым вы бьете, то вы его хорошо так пробиваете. Процентов не скажу, но по ощущениям раза в 2 больше, нежели скилл заточенный на дуэль. Опять же, тут каждый сам решает, как ему поступать. В любом случае, 1800 сеты не могут перекрывать все атрибуты по 350 единиц. Если вы угадали с атрибутом, вы будете хорошо пробивать врага. Еще плюс заточки скилла на атрибут в том, что урон по мобам существенно выше. Если вы будете фармить за глада, то это даст вам хороший профит. Я, например, на старте всех сервов делаю 150-ю пуху и точу все скиллы сразу на плюс 1 на атрибут. Во-первых, в фарме легче. Во-вторых, чтобы я по врагам урон наносил уже со 150-й пухой. Потому что у многих на старте или ашные сеты, или сеты без атрибута. Что дает нам неплохое преимущество в PvP. И плюс еще в том, что заточить скилл на плюс 1 это как бы дешево. И выходит еще и максимально профитно. Надеюсь, мне удалось объяснить, как это все работает. И если что-то непонятно, пишите в комментах. Постараюсь ответить и всем помочь, кому смогу. Дальше у нас идет бустер. С ним все то же самое, что и со штормом. Точим точно так же. Далее стан. Точим на плюс 30 шанс, если будем юзать дубинку. Далее идет ТСС, или же Triple Sonic Slash. Один из самых основных скиллов, который нужно максимально больше заточить. Точим на дуэль. Кто не понял, только на масухе заточка на атрибут хорошо работает. На другие скиллы она плохо работает, если это не старт сервера. Далее у нас идет Duelist Spirit. Это, как по мне, тот скилл, который плюс 30 нужно сделать в первую очередь. И точим его на мощность урона в PvP. А вот эти два скилла, они по факту являются PvE скиллами, которые очень помогают в фарме. Но на самом деле, на том же Олимпе от них тоже есть польза. Первая польза — это лишний баслот для кэнсела. Второе — это то, что я так и не успел потестить. Это вот, например, глаз охотника. Он, по идее, наносит дополнительный урон по пантере у ДАшников. А второй скилл, глаз убийцы, он наносит дополнительный урон по некоторым петам у саммонеров. Опять же, я это лично не тестил, но говорят, что работает. Возможно, на каждых сервах по-разному. Даже есть инфа, что на некоторых сервах глаз охотника работает на фениксах. Поэтому стоит проверять, если вы собираетесь серьезно олимпить.
War Frenzy точим на мощность. Далее смотрим пассивки. Первая у нас идет дуэль в Weapon Мастере. Точим на скорость атаки. Объясняю, почему не П-атака. П-атака дает нам очень маленькую прибавку. В уроне со скиллов вообще разницы не чувствуется. А скорость атаки плюс 30 даст вам аж 5% скорости атаки, что даст нам более комфортную игру на Олимпе. Пассивки Heavy Armor точим на физзащиту, хотя они дают такие копейки, что даже на плюс 30 тратиться как-то жалко. Дальше у нас идет Wisdom. Точим его на ментал и только на ментал. Резист от рута и слипа у нас с головой хватает за счет ЛХ и за счет Веспер Хевисета. Hell точим на защиту от кровотока, ибо всякие даггеры, шикашки будут очень часто на нас закидывать эту гадость. Ну и мастеров комбат точим на атаку парными мечами. Тоже особо точить смысла нет, потому что дает нереально маленькую прибавку, которая вообще никак не ощутима. Целеста и Дефенс — это самые основные саб-скиллы. Целесту берем с любого борда или же варка. Дефенс берем от любого саба-танка. Третий саб берем уже на выбор. Вы либо берете буст ЦП для Олимпа, либо берете Спирит. Мне лично со Спиритом на Оле намного комфортнее, потому что у Глада очень маленькая скорость атаки, и даже то немного, что он дает, упрощает чутка бой. Плюс там еще добавлять немножко по атаке, и типа, ну, в поле тоже как-то Спирит покомфортнее, потому что вот от буста ЦП в поле вообще толку никакого. А остальные 6 книг я взял на МДФ. Но опять же, тут разницы особо и не почувствуешь, что МДФ, что ПДФ, или что по атаку ты возьмешь. Но как-то уже обычай есть брать все на МДФ. Ну и в целом у некоторых проф есть, например, дебафы, которые проходят по МДФу. И типа там хоть немного, например, но можно понизить шанс на прохождение дебафа. Хотя я сомневаюсь, что это слово как-то повлияет на шанс, но все же чисто в теории должно что-то дать. А, да, чуть не забыл. Спирит берется от саба любого самонера, а буст ЦП берется от саба любого воина. То есть там Тир, Дестер, там что-нибудь такое. Основной набор таликов для Глада. Первый Max Clarity. Талик, который на 2 минуты полностью убирает расход МП у скиллов. То есть с этим таликом вы можете юзать скиллы, даже если у вас 0 МП. Кроме рашей. Они с Clarity почему-то не дружат. Во всяком случае на Астериусе. Я юзаю его перед каким-нибудь жирным ПВП, либо на Оле в большинстве боев, потому что Глад сильно садится по МП. Второй талик Life Force. Восстанавливает full МП и ХП. Юзать его можно раз в полчаса, включая Олимп. Divine Protection. На 10 секунд увеличивает ПДФ на 3600 единиц и МДФ на 2700 единиц. Юзается в основном только на Олимпе в большинстве боев. В поле очень редко. Explosion. Увеличивает физатаку на 17-18% и скорость атаки на 10% на 10 секунд. Вот. Талик Берса. Единственный профит, который он дает, это на 2 минуты увеличивает скорость бега на 3 единицы. Это если нам кого-то надо догонять или от кого-то убегать. Далее желтые талики. Вот эти 3 талика, это 3 талика на скорость бега. Off Speed дает 5 единиц скорости бега. Просто Speed дает нам 3 единицы скорости бега. А Alacrity дает нам 3 единицы скорости бега и еще скорости атаки на 5 единиц. Помимо Олимпа, вот эти 3 талика на скорость бега я также очень часто юзаю в поле. Далее у нас идет Critical Dodging, уменьшает шанс получения критического урона, и Critical Reduction, уменьшает получаемый урон от критической атаки на 10%. Critical Dodging и Critical Reduction работает только на атаку с автоатаки, кроме даггеров. ДПС даггеров со скиллов считается как автоатака для этих таликов. Free Speech отменяет запрет на использование всех умений. В простонародье отменяет сава, притом не танковская. У танков физ сава, а это отменяет только сава массовая, то есть общая ал сава, которая у некров и у СВСов. Rescue отменяет запрет на использование физ умений, то есть это конкретно отменяет сава танковская. Также можно юзать белые талики, но я ими редко пользуюсь, поэтому я вкратце так расскажу.
Бравери дает нам резист к менталу. Protection белый даст нам резист к стиву. Но остальные уже не особо нужны при наличии норм буста. Этот от слипа, этот от стана, этот от анчора, ну и в целом вы поняли. Также можете оставить талик на Great Heal, который увеличивает любой отхил на 1000 единиц. Потом объясню зачем. Вам нужно две пушки на баф. Это SOS с Bless Body, который увеличивает ваше хп на 30%. И Ментал Палка, которая дает вам резисты к менталу, руту и слипу на 50%. Как происходит процесс забафа? Залетаем уже со всеми необходимыми для вас таликами в ДК Робосете и с палкой на Bless Body. И сразу же моментально кастуем на себя Нобл, тем самым выбивая себе Bless Body. В надежде, что до 50 секунды вы успеете его на себя накинуть, ибо на 50 секунде происходит full реген хп МП и ЦП. На ПТС серваках вроде это происходит на 55 секунде, я точно не помню. После 50 секунды у NPC бафаем Windwalk, Hast, Might, Берс и Акум. Всякие точности фокуса они не работают на скиллы, поэтому смысла бафать их нету. А Акум нам нужен для быстрого забафа с палок и для каста ЛС на отхил. Но если вам вдруг Акум не нужен, как мне иногда бывает, а с палок вы уже быстро бафнулись, то иногда можно бафать Dead Whisper, чтобы при случайных атаках с автоатаки при вылете крита он был чуть мощнее. Хотя там вообще копейки, но все же иногда смысл есть. Если вы не успели до 50 секунды бафнуть Bless Body, то таликом Great Heal плюс LS на отхил можно восстановить 1500 хп. На Астериусе еще можно восстановить себе хп Battle Roar'ом. Он также генит хп. На ПТС нельзя. На ПТС, чтобы восстановить себе хп Battle Roar'ом, вам придется альтовать Bless Body. Ну и не забываем забафать себе менталку, заюзать талик, заюзать ЛС на PvP Might или рефреш в зависимости от вашего сервера, заюзать селфы, включая дэш и восстановить себе зарядки после дэша, потом успеть подбежать к врагу, лучше успеть сделать это первее, ведь он может не успеть забафаться, или если он мах, он просто вас разнесет своими дальними нюками, вы не успеете до него добежать и будет вам очень плохо. Опять же, если у вас какой-нибудь Vesper Heavy Set плюс 10, то вам нужен сет для забафа, тоже какой-нибудь плюс 10. Иначе вы сильно будете сажаться по хп при переодевании сетов. В таком случае есть вариант залетать сразу в вашем основном сете, там плюс 10 каком у вас там, и в нем же забафываться. А татушка на плюс вид и баф Акумена слишком вам упростят жизнь в этом случае, если будете в хэви сете. Потому что с такими татушками с Акуменом будет довольно-таки быстрый прокат скиллов, что слишком вам упростит жизнь. И в целом просто Гладу много бафа не надо, даже если вдруг в Bless Body ты не успел кастануть, то как бы можно иногда обойтись одной менталкой и Battle Roar'ом. Самое главное у этой профы это держать правильно зарядки. Чем больше заряда, тем больше ДПСа. Масухи зарядки не расходуют. Поэтому в случае с PvP в КП дело обстоит примерно так. Ты главное юзаешь селфы каждую минуту, не забывая о них, потому что многие забывают. Ты юзаешь по КД ЛХ, Ленхёрд и Просвет, Final Secret. И просто крутишь масухи. Крутишь и всех ДПСишь. На ПТСе все просто. Ты зажал одну масуху ближнюю и все, у тебя просто КД нету. Или же, если у тебя есть ЛС на рефреш или валик, ты зажал дальнюю масуху и все, у тебя просто дамаг идет, КД практически нету, все чики-пики. В случае с Астером масухи надо крутить обе по очереди, и то у них будет небольшой КД. Можно иногда добивать каким-нибудь ТССом или бластером, но опять же придется подзаряжаться и продолжать крутить масухи. Главное всегда держать 8-й заряд, когда ты бьешь масухами. Как бы тактики в поле примерно понятны и в целом они простые, там масухи и контроль селфов, надобив ТСС или бластер, если убегает. Но вот с Олимпом уже все посложнее. Тут нужно использовать специальные комбинации, дабы выжать из этой профессии максимальный ДПС. И честно, комбинаций нереально много, но я покажу вам самые актуальные на мой взгляд. Эти комбинации это лишь пример того, чего можно придерживаться, потому что каждый бой это как ни крути импровизация. В каждом бою может пойти что-то не так и ваша комбо просто прервется. Без учета рефреша комбинации на ПТС и Астериусе будут примерно одинаковые. Дабы вам это все сейчас не рассказывать, не переводить, все комбинации сейчас вы видите на своих экранах. Они все расписаны и рассказаны, что, кого и как. С рефрешем на ПТС все намного проще. Многие профы можно убивать, просто зажимая всего один бустер. И ТССом просто добивать, когда меньше половины хп.
Но для примера все же можно назвать некоторые комбинации такого типа. И в любом случае бустер будет являться нашим основным скиллом, которым мы будем дамажить под рефрешем. Теперь про комбо на Астериусе. В отличие от ПТСа, тут появляется дополнительный скилл, который можно использовать в своих комбинациях. Это Double Sonic Slash. И многие якобы такие труглады считают, что это очень зашкварный скилл, и его не стоит использовать, и профита в нем никакого. И сами вместо Double Sonic Slash юзают какой-нибудь бластер, из-за чего урон у них просто нулевой, блин. В случае со Астериусом это очень необходимый скилл, который не стоит игнорить, и стоит его юзать во всех комбинациях. На самом деле комбинаций очень много, но я показал самые основные, которые вспомнил. Иногда при каких-нибудь длинных комбинациях буквально на полсекунды скилл может не успеть откатиться. В этот момент чар обычно бьет с автоатаки. Ну или же просто когда ты крутишь масухи, чар начинает бить с автоатаки между масухами. Ибо у них там есть небольшой КД. Это многим может не нравиться. Потому что, во-первых, какую-то малую часть времени забирает это якобы лишнее действие. Особенно если это произошло не по твоей задумке. А во-вторых, типа, некрасиво выглядит. Но это легко убирается. Добавлением скилла в макрос. После команды use skill добавляем force, и все. Чар перестает бить с автоатаки после использования скилла. Плюс этого в том, что все красиво выглядит, и случайных ударов с автоатаки во время комбинации просто нет. Минусы это, во-первых, ты не видишь КД скиллов, так как это не ПТС и сложно импровизировать. Ты можешь захотеть ударить каким-нибудь определенным скиллом в какой-нибудь определенной ситуации, а он окажется в КД. И по итогу мы будем стоять и тупить, пока не откатится этот скилл в надежде, что вот-вот я смогу ударить этим скиллом. Минус номер 2. Промежуток между нужными скиллами заполнить просто нечем. Ты можешь просто стоять на месте полсекунды, когда можно было бы сделать пару ударов с автоатаки. Зачем, спросите вы, нужны вообще удары с автоатаки, если от них особо нет урона? В чем же тут профит? А профит тут в том, что есть шанс выбить скилл, который увеличивает мощность визумений на 20%. Я думаю, немного людей знают, что этот скилл выбивается с автоатаки, а работает он только на урон со скиллов. Если вы думаете, что с первых ударов он не выбивается, то вот вам для примера мой бой. Я сделал один удар, и он сразу же выбился. А вот и еще один пример с такой же ситуацией. А рефреш, он никак не поможет убрать откат у масух. Он все равно останется, как-то не крути. Возможно, только валик как-то частично поможет убрать откат, но и то это, я думаю, не факт. Я знаю, что вот в поле 100% с валиком плюс рефрешем у масух остается КД, как бы ты тут ни старался. Далее поговорим немного о тактиках боя на Олимпе. Хочу сказать сразу, что каждый бой индивидуальный, как и каждый соперник. Под каждого соперника эти тактики подходить не будут. Эти тактики лишь для понимания того, что нужно делать в общих чертах. В любом случае, в каждом бою будет много импровизации. Против танков и сталиков берем стандартный набор: Divine Protection, Explosion, Max Clarity и Life Force. Также во время кайт-аут дэшек стоит одевать талики Critical Reduction и Critical Dodging. Они уменьшают получаемый урон по нам, когда мы будем бегать от дэшек танка. Теперь конкретно по каждым танкам пробегусь отдельно. Как против каждого танка действовать? Паладин для нас самый проблемный танк, и в целом один из самых сложных соперников на Олимпе. Если на Астериусе он менее безобидный из-за того, что он не может хилять себя сакрой и давать в себя вторую икону, то на ПТСе это просто неубиваемая машина. Также хочу добавить, что против паладинов также стоит держать при себе черный талик и рескью на случай прокидывания на нас сала. Против паладина юзаем дули с пассивным рефлектом, ЛС на активный рефлект и свой тогл на Purist Stance. Тем самым мы уже имеем 74% отражения урона. Purist Stance дает нам 30%, ЛС каждый по 20% и некля 4%. На ПТС еще можно юзать талик на рефлект, который даст нам еще дополнительно 10%. Варианта для убийства у нас два. Первый это через full рефлект. Подбегаем в тупую к палу, с самого начала боя юзаем просвет, чтобы там пал не заюзал. Ваша тактика бить одними масухами и следить за вашим хп. Как только хп падает до 30%, вы юзаете ДП и Life Force. Тем самым пал просто убивает себя об рефлект и вы побеждаете. Если пал умный и достал лук, то тут придется кайтить, пока у него не закончатся все ОДшки. Как только закончатся ОДшки, пал превращается в мясо и вы без проблем его убиваете. Чтобы кайтить, лучше использовать талики Critical Reduction и Critical Dodging. А также барьер и ЛС на средство оставляйте на бате ОД, чтобы легче было его откатить.
Во время кайта по возможности старайтесь убить Феникса. Это вдруг, если паладин будет находиться далеко от вас, а Феникс близко. ДАшники в целом дебаф и cancel класс, и поэтому против них юзаем ЭВС на дэмэдж. В случае с Астером это PvP майты, активный и пассивный. В случае с ПТСом это активный рефреш и пассивный PvP майт. По таликам все то же самое, что и у Пала. Черный талик Rescue также держим на готове, потому что ДАшники также закидывают на нас сало. И еще момент. Против ДАшника сразу же, как начался бой, врубаем тогл на Puri Stance. Он часть дебафа будет отражать обратно в ДАшника. Пантеру также убиваем сразу, ибо у Пантеры есть также cancel, и нужно убить ее до того, как она закинет на нас cancel. Но обычно она откладывается с пару масух, если она, конечно, не под УДшкой. В целом тут тактика только одна. Нужно ДАшника развести на все УДшки и просто убить. Без УДшек он очень ватный танк. Но есть еще пару моментов. Первое, это не давать ДАшнику по новой вызвать Пантеру, чтобы он не смог зарядить себе семку. И второе, у ДАшника есть постоянный рефлект на отражение урона со скиллов. И это отражение не работает только на скиллы от дальних скиллов. Поэтому тут нужно быть очень аккуратным. ШК это дебаф профас с мощной иконой. Талики все по стандарту. Divine Protection, Max Quara, Life Force и талики от критов. ЛС я бы предпочел на рефлект, дабы в случае иконы у нас был шанс убить ШК. Если вы уверены, что не дадите ШК зарядиться на икону, то можно ЛС юзать на максимальный дэмэдж. Опять же, все по стандарту. Разводим на УДшки, без УДшек он ватный и сразу же умирает. Если вы вдруг с Рашем в начале боя застанете его, например, а он был без УДшек, то вы просто юзаете просвет и даете самую мощную комбинацию, и он сразу же умирает. С ТК все так же, как и с ШК, только нет сатанической иконы. Но есть сатанический хил. Опять же, разводим его на УДшки, и после того, как все УДшки закончились, сперва пробуем дать дизарм, дабы каст хила у него был помедленнее, а потом просвет и самая мощная комбо. С дестрами по большей степени вариантов немного. Если вы каким-то чудом можете отбегать его лимиты, то как вариант юзаем талик Берса, 3 талика на скорость бега, и погнали наматывать круги, пока не закончатся лимиты. С Гладой это крайне сложно сделать, но возможно. Второй вариант как бы самый основной. Вы делаете себе максимальный рефлект, опять же за счет ЛСов, престенса и талика на рефлект. На Астре, если что, талик на рефлект не работает, точнее он там работает, но длится всего 7 секунд, и поэтому в этом вообще нет никакого смысла его использования. Так вот, делаем себе full рефлект и стараемся его тупо пробивать лоб в лоб. В начале боя юзаем Explosion, если он в ответ дает нам ДП, вы юзаете свою Целесту, тем самым закрывая его ДП. А свое ДП оставляйте на 30% хп, и сразу же после ДП юзаем ЛФ. Если повезет и Дестер будет глуповат, то вы его убьете. Сильного Дестера вряд. Он также в ответ заюзает ЛФ и все, второй раз вы его тупо не пробьете. На ПТС вместо активного рефлекта можно юзать рефреш. Безоткатная масуха довольно-таки сильно пробивает Дестера через лимиты. С Гладами там жуткий рандом на криты и дизарм. С таликами стандартный набор Divine Protection, Explosion, Life Force и Max Quara. И ЛС на Max Damage. В начале боя сразу юзаем Explosion и просвет. Если враг делает то же самое, можно пробовать дать дизарм. И если не пройдет, деремся процентов до 50 хп и даем ДП. А процентов на 20 уже юзаем ЛФ. Если он раньше вас заюзал ДП, то кайтим его ДП через свой барьер. С тирами все то же самое, только исключаем из всего этого текста, что выше, слово дизарм. Его использовать нету смысла, ибо там зил и шанс прохождения дизарма по зилу нереально маленький. С берсами все очень легко. У них есть УД 30-секундное, у них есть 10-секундное отражение урона со скиллов и full реген хп. По таликам берем стандартный набор. Единственное, можно по возможности в свободные ячейки закидывать талики на скорость бега. ЛС юзаем на PvP Might или Refresh в зависимости от вашего сервера. Советую сразу же включить Puri Stance, как начинается бой, и сразу же брать в руки дубину и пробовать его застанить. Если вы застанили до того, как он заюзает УД или отражалку, просто врубаем просвет и убиваем. И если он что-то заюзал, то кайтим. На любой карте можно кайтить, даже в поле. Возле будки за колоннами. Просто обходите одну колонну с двух сторон, туда и обратно. Также можете юзать ЛС на Целесту и свой барьер в ответ на его ОДшку, чтобы минимализировать получаемый урон.
ДП советую оставить, когда дела будут совсем плохи. Если в вас закинули дизарм, делайте то же самое и кайтите. Если вдруг не вариант кайтить и вы оказались далеко от колонн, то просто не давайте берсу вас рашить. Бегайте за ним и становитесь к нему вплотную. Если ваше хп падает до 30%, юзаем ЛФ. После того, как у берса закончилась отражалка и ОД, пробуем просто сдавить дамагом. По таликам, то тут ДП, ЛФ и талики на скорость бега. Также можно еще завязать талик берса, который дополнительно даст нам скорость бега. Еще можно завязать белый талик от стила. Не знаю, насколько он эффективен, но по идее он должен помогать. С ЛСами на ПТС рефреш на Астре PvP мает. СБ бывает двух типов, мужского и женского пола. Их различие в том, что мужики имеют всего лишь один прыжок назад и первопроф на ОД, который дает чуть меньше 2000 ПДФа. А у женщин нет ОД, но есть два прыжка вперед и назад. Самое главное против СБшек это самые полезные бафы бафнуть в начале и под конец забафать говном. Советую ЛХ Ленхёрд давать пораньше, чтобы забафать его менее полезными бафами. Иначе без Ленхёрда вы будете часто стоять в анчоре, и СБ не будет станиться с раша, потому что если вдруг застанили СБ с раша, то велик шанс того, что вы его победите. Свою родную Целесту юзать можно только в ответ на ДП или просвет от СБ. И то есть шанс того, что у вас его состилят. Наше же ДП юзаем только тогда, когда СБ только заюзала на вас стил. Иначе она просто ваша ДП состилит, и вы ее не пробьете. По-хорошему старайтесь вообще избежать использования ДП. Между рашами юзаем Шторм и Бластер, и просто не отпускаем СБ далеко от себя. Против всех даггеров примерно тактика одна. Во-первых, из таликов берем ДП, Максквару и ЛФ. И два талика от критов. Два талика от критов носим всегда. ЛСы по-хорошему везде на рефреше, дабы чаще крутить станы с дубины. Но на Астре опять же я не чувствую особой разницы, поэтому на Астре я всегда юзаю PvP майт. На ПТСе только рефреш. Бегаем только с дубиной, крутим станы, комбинируем с масухами. Как только проходит стан, одеваем дули, юзаем просвет и делаем самую мощную комбинацию. Важно отметить, что против ТХ либо нужно после каждого удара нажимать Next Target, либо снимать Никлю. Иначе будет после каждого удара слетать таргет, пока у него не упадет мираж. У АВ есть отражение урона со скиллов на 10 секунд. Мы либо катим его через Целесту, либо просто станем и больше никакими скиллами не бьем. У ПВ есть одно мощное УЕ, называется Dodge на 10 секунд, которое мы также переживаем, как и отражалка у АВ. Либо через Целесту, либо через станы. Также если даггер завязал свои самые лютые третьепрофные 83 УЕшки, мы можем его забайтить просветом. Они боятся просвета и обычно уходят в хайд, тем самым теряя в хайде самые крутые свои уешки. Против всех магов главный совет. Вы должны оказаться перед магом до начала боя. У магов дальние нюки с большим рейнджем. Он может расстрелять вас до того, как вы успеете до него добежать. Самое главное это забайтить магов на ДП. Из таликов берем стандартный набор, но против некров еще одеваем с собой черный талик Free Speech. Он снимает массовое сало, которое может закинуть на вас некр. По ЛСам все на дэмэдж. Как же забайтить мага на ДП? Байтится он экспложеном плюс просветом, то есть вы должны завязать экспложен, находясь уже перед его будкой за 1 секунду до начала боя. И если вы не успели кастануть экспложен, отменяйте его и юзайте только просвет. Если маг байтится на ДП, юзаем Целесту и ждем. И важно помнить, что вашу Целесту маги могут откэнселить, естественно, кроме некра. У некров кэнселов нет, поэтому будьте аккуратнее. После окончания его ДП юзаем свое ДП, юзаем экзарядку и убиваем. Если же маг не забайтился на ДП, но забайтился на просвет и моношилд, то юзаем свое ДП и тупо пробиваем. Через моношилд маг пробивается без проблем. Если же маг заюзал все ДП, моношилд и просвет, а вы уже дали свое ДП, то уходите сразу в Целесту, потому что ДП на ДП маг без проблем убивает Глада. Если же вы вдруг без ДП и уже под своей Целестой, то лучший вариант это после окончания Целесты кинуть мага дизарм, который скорее всего пройдет, ведь шанс дизарма по магам около 80%. И после дизарма юзаем Макс Фокус и самую мощную комбинацию. По таликам тут стандартный набор. Можно еще добавить 3 талика на скорость бега. По ЛСам в идеале тут рефреш на любом серве.
Но на Астре, опять же, для меня лично он особо не ощутимый. И все же я думаю, с PvP майтом будет больше профита. В идеале самонера нам нужно забайтить на Целесту в пета через Explosion. И Целесту просто переждать через барьер, через ЛС на Целесту и ДП. Но ДП юзаем в самом конце и под ДП дамажим. Дамажим под ДП без просвета. Просвет юзаем только тогда, когда у самонера заканчивается Целеста. Тогда будет очень легко его пробить. Нужно не забывать, что у кота и у коня есть физбаны. И на кривых картах вы можете просто их не догнать, потому что они будут вас кайтить. Для этого нам и нужны 3 талика на скорость бега, чтобы была возможность их догнать. Также можно с дубинки станить пета, чтобы они не мешали. А в случае с ФСом, чтобы не помогали отхиливаться. Опять же, это при условии, что вы хорошо умеете работать некстаритом и быстро менять пухи. Оверов убить нереально сложно. Ладно, хер с ним, что они хилятся как бешеные, и у них есть очень хороший баф с полом. Но вот эти вот дебафы типа часиков и антикова слишком усложняют жизнь. Потому что у Глада толком нет резиста от этих дебафов. Значит, по таликам мы берем стандартный набор и ЛС на full damage. То есть на Астре мы берем PvP майт активный, а на ПТСках мы берем рефреш активный. У оверов или все дебафы, или часть дебафов проходят по МДФу. И так как у нас нет никаких резистов от этих дебафов, то мы юзаем в начале боя ДП, дабы повысить резист. А после ДП юзаем дизарм, и если он заходит в камень, юзаем экспложен, просвет и даем самую мощную комбинацию после выхода из камня. Если не уходит в камень, то сразу же юзаем просвет и тупо дамажим самыми мощными комбо. Но если он у вас закидывает часики, то все, вы считаете труп. У вас КД скиллов становится настолько большим, что никакие комбинации особо заюзать не выйдет. Против ПП все намного проще. Из таликов берем Макс Клару, ЛФ и талики на скорость бега. ЛС все так же на дэмэдж, то есть на Астре PvP Might, на ПТС рефреш, как обычно в целом. Значит, дизарм закидывать смысла нет, из-за того, что ПП в начале боя юзает иммунку, которая длится 30 секунд. Там любой дебаф не зайдет. В начале боя сразу даем просвет, чтобы забайтить его на все, что только можно. Там ДП, камень, свой просвет. И в случае, если ПП юзает камень, мы юзаем экспложен под его камень и после выхода из камня убиваем. Также своим экспложеном можно забайтить его на тот же камень или на тот же ДП, если юзать его до начала боя. А потом уже просто даем просвет и самыми мощными комбинациями убиваем. Обычно с ПП проблем сильных нету у Глада. Самый ватный хил это Биш. С ним обычно меньше всего проблем из-за отсутствия пола. По таликам берем стандартный набор плюс талики на скорость бега. ЛСы берем на дэмэдж, как обычно. Важно отметить, что под Ленхёртом у нас резисты к руту и к слипу. И смело можем юзать Морай Рарсет, если он у нас есть. В целом тактики все те же самые, как и с ППшкой. Либо убиваем сразу через просвет, моментально. Ну, для начала, конечно, лучше снести немножко ЦП, а потом юзаем просвет и мощную комбу. И если он байтится на ДП, юзаем свою Целесту в ответ и пережидаем его ДП. Если байтится на камень, то под камень юзаем экспложен и опять же даем самую мощную комбинацию. ТССом всегда старайтесь добивать, он очень сильно пробивает робы, и через него чаще всего они и убиваются. Желательно, чтобы ХП было меньше 70% перед тем, как вы начинаете юзать ТСС. Про остальные профы я решил не рассказывать, ибо смысла в этом нет. Проблем с ними у Глада нет, и в целом там дальше идут не Оли фарм профы, поэтому как бы рассказывать там не о чем. В целом примерно так выглядит баф для Глада на лоу рейтах. Для такого бафа нам понадобится БД, СВС, ВК и Е-код. Это самый такой оптимальный баф. Но в случае со Стериусом можно еще добавить баф черепашки, это аналог гнома бафа. На других же серваках просто можем бафать гнома. И также можно добавить икону, либо Пава, либо Шика. С иконой Пава мы будем жирнее и устойчивее к дебафам, а с иконой Шика вы будете дамажить на 30% больше. В целом каждый выбирает то, что ему больше по душе. Все бафы, которые накрыты, типа Сонга Хантера, Dance of Fire и т.д. можно убирать, если у вас есть живая заливка, потому что бафы накрыты оставлять нужно только в том случае, если у вас в PvP вдруг заканчивается МП и вам приходится в PvP бить с руки. Такое иногда бывает. Первое, что хочу сказать, Глад может комфортно качаться с пикой за счет того, что у него от первой профы осталась пассивка на пику.
Эта пассивка дает возможность сбить сразу 8 целей. На Астре это 100%, а на ПТС вроде даже больше. Но если засунуть в пику СА на Астре, то уже будет 9 таргетов, что в целом дает возможность комфортно качаться в некоторых локациях с пикой. Я буду говорить о разных способах кача под разным бафом с разными возможностями и разными вариантами развития, которые я считаю самыми актуальными. Для комфортного фарма в дальнейшем Заглада нам нужен будет либо full баф, это БД, СВС, код, ШИЕ, ВК, либо как в случае с Астром, где максимум 3 окна, или в целом любой другой сервер, где вы просто не хотите играть больше, чем в 3 окна, то можно взять окнами ШИЕ, либо ЕЕ и СВС. Это минимальный бафчик для более-менее комфортного фарма на хай-левеле. Но это я уже расскажу в отдельных примерах, как выкачаться в одно окно, как выкачаться в 3 окна и как выкачаться с фулл бафом. Выбор между ЕЕ и ШИЕ. Что же взять? С ЕЕ будет комфортнее кач до 76 уровня, а с ШИЕ будет комфортнее кач после 76. Но в PvP на 76 плюс уровне ШИЕ будет больше решать. У них у двоих есть какие-то свои минусы, какие-то свои плюсы, поэтому каждый решает, выбирает сам, как ему больше нравится. И еще хотел сказать, если вы возьмете ЕЕшку, не учите на ней рут, чтобы потом на хай-левеле, если что, вы смогли взять нормальный рут. Как качаться до 20 уровня, я расскажу вкратце, ибо думаю, тут способов много, и я расскажу самый распространенный. Сразу же с первого уровня летим в Camel Village, говорим с нубобафером, он дает нам 2 уровень, закрываем квест на шмот. За квест на шмот нам дают 6 уровень, потом берем 2 квест, идем за город, убиваем одного моба, квест закрываем и нам дают 10 уровень. Естественно, если рейты сервера меньше x7, то будет все чуть иначе. В целом, в последнее время серверы открывают примерно на таких рейтах, поэтому буду рассказывать на примере их. С 10 уровня идем качаться в любую локацию, которая нам по душе. Например, опять же в Camel Village тпчемся на 3-ю зону и там апаемся до 15 уровня. И да, поправочка небольшая, в случае с Астром мобы некоторые, которые выше вас на 9 уровней, не дают вам опыт. А на ПТСе даже с 1 уровня можно получать эксп с 85 мобов. Штрафа нет вообще. Итак, мы апнули 15 уровень. Идем проходим квест на паука. В случае с Астром этот квест есть в любой начальной деревне. А в случае с ПТС, то берем на говорящем острове квест у этого челика, тпшимся к водопаду и убиваем там пауков, пока не дадут итем. Итем дали, возвращаемся, закрываем квест, говорим с нубобафером и получаем 18 уровень. Также можем сразу в тупую апать 18 уровень, если с пауками все проблемно. Потом делаем профу, дают нам 20 уровень, на 20 уровне можно пройти 2 квеста на деньги. Их прохождение занимает не больше 5 минут, один берется в деревне орков, второй в Шутгарде. И оба квеста закрываются в склепах. Далее, в случае с Астром, если у вас есть премиум аккаунт и 1 сильвер, вы можете просто закрыть соло аккаунт 25 уровня. Проходится она 5-10 минут, в которой вы апнете 40 плюс уровень. Или даже можете 42 апнуть, чтобы можно было потом закрыть квест на Дену у Кусто. Квест у Кусто берется в кузнице Герана, кто не знает. Дают примерно от 2 лямов Адены. На каждых сервах может быть чуть по-разному. Если нет возможности закрыть соло каму, но есть хороший бафчик, можем пойти в каты. Опять же, если они открыты. В катах бьем мобов с пикой в руках. Если у вас с бафчиком все плохо, то идем либо в каму в 3 окна и без проблем ее закрываем, берем только побольше сосок, а оставшиеся уровни добиваем в какой-нибудь муравейнике. Если же вы в одно окно играете, то можно вообще пойти в лабу там с рандомками, там вам должны дать примерно 40 уровень. Не обязательно, если что, муравейник идти, это было так, для примера. На самом деле лок много, и каждый выбирает ту, которая ему больше нравится. Просто я обычно закрываю соло каму и не парюсь. Далее 40 плюс уровень. Если вы в одно окно, идем в какую-нибудь круму, либо остров аллигаторов. В этих двух локациях кач можно как и на ОЕ, так и в соло таргет. В случае с нехваткой МП просто чередовать. Если у вас хотя бы уже от 3 окон, с ШЕ, ЕЕ там и СВСом, можно идти в Garden of Eva и качаться там на АОЕ. Но там будет тяжковато в 3 окна и желательно добрать еще какой-нибудь АОЕ ДД. А вот уже с фулл бафом там будет точно комфортно и вы можете спокойно, без проблем там стоять. Но по идее и под СВСом плюс ШЕ вы должны неплохо там тянуть.
Есть еще один способ. При наличии фулл бафа мы можем просто встать в каты и долбить там мобов с пикой, если опять же каты открыты. Есть еще один способ, который подходит только для Астра, потому что эта локация есть только на этом сервере. На Астре в большинстве городов есть такие NPC, называется Time Paradox. Через него можно попасть в локации, которые были доступны на ранних этапах обновления игры. То есть там всякие интерлюды, C4 и все в таком роде. А в случае с качем 40+, мы берем в руки лук и идем в Штутгарт. И через Time Paradox тпшимся в Pile Ruins. В целом тут можно стоять как и с лоу бафом, так и с фулл бафом. Мобы тут ватные и падают очень быстро. На 40+ уровнях лучше всего стоять тут в ямах, ибо на мобах выше, где дискотека, нужен сильный баф и большее количество людей. И плюс еще вы должны быть большего уровня, потому что мобы там большого уровня, а как мы помним, на Астре не идет экспа, если мобы выше вас на 9 уровней, а они как раз таки там 50+ какого-то уровня. В этой локации может стоять любой физ ДД с луком без каких-либо проблем. И экспа тут довольно-таки приятная, с учетом того, что мобы падают очень быстро. Во всех этих локациях стоим примерно до 50-52 уровня, а лучше до 52, чтобы сразу переодеть бэпуху. Кроме Garden of Eva, там можно стоять до 61, потому что там много этажей, и каждый раз, опускаясь ниже этажом, мобы становятся выше уровня, из-за чего можно спокойно тусить там до 61 уровня. И да, способ с катами под хорошим бафом и с пикой в руках можно использовать вплоть до 76 уровня, а там даже и до 78, просто меняя каты под свой уровень. Также и с рифтом. Глад в рифте с пикой в какой-нибудь пачечке может спокойно стоять не хуже других ДД. Но в случае с кача в каких-нибудь Pile Ruins, Круме и острове аллигаторов, там мы стоим максимум до 52 уровня. И получается то, что нам надо менять локацию на 52 уровне. И выбора у нас опять тут много. Самая простая локация, где мы можем без проблем качаться на АОЕ, это Frozen Labyrinth. Тпшимся сюда со Штутгарда, но на ПТСе прямого телепорта сюда нет. Нужно бежать пешочком. В целом тут можно стоять до 61 уровня. Опять же, если вам тут нравится и вам тут комфортно. Экспа тут не особо прям классно, но если у вас слабый баф и вы в одно окно, то вам тут в целом будет неплохо. И не забываем, что разница с мобами должна быть не больше 9 уровней, если вы играете на Астериусе, потому что у одного моба из медведей, вот например Эксп, идти до 53 уровня не будет. Также при наличии СВС и заливки можно пойти в АБГ на АОЕ. Но для начала тут есть пару нюансов. Если вы играете на Астре, то тут будет проблема. Есть мобы, которые выше вас на 9 уровней, и чтобы тут со всех мобов и шла экспа, нужно быть 55+ уровень. В целом при наличии заливки тут можно спокойно стоять до 70 уровня, просто переходя на споты выше, ибо чем выше споты, тем выше уровень у мобов. И еще один нюанс этой локации: если вы будете собирать маленькие парики, то вы будете довольно-таки сильно чувствовать просадку по МП. Особенно если у вас ШЕ, а не ИЕ, потому что у ИЕ есть Клара на 56 там уровне, а у ШЕ Клары до 76 уровня просто не будет. Есть еще одна локация, которая подходит для игроков с хорошим бафом. Это Той. На 52+ уровне можно там тусить вплоть до 76 уровня, меняя этажи. Качаться мы там можем как с пикой, так и с дуалами. Просто можем комбинировать, то там на АОЕ побить, то там парики пикой побить, то ли соло-тарги там с дуалами побить. То есть под каждую локацию, под каждый этаж там нужно подбирать разные, скажем так, сетапы. Я не знаю, как это правильно выразить. И желательно, чтобы там был живой хил, потому что там локация такая жесткая, особенно некоторые этажи настолько жесткие, что без живого хила будет очень тяжко. И еще есть одна локация, которая есть только на Астре. Получается, идем в Аден, ищем NPC Time Paradox и телепортируемся в старое ГЦ. Стоять мы там можем вплоть до 61 уровня. Экспа тут хорошая. И качаться тут можно как с фулл бафом, так и с лоу бафом. Но с лоу бафом тут бить можно только в соло таргеты. И не подходить к групповым мобам. А с фулл бафом можно бить как и АОЕ, так и пика, и как угодно. Единственный нюанс у Глада — это постоянно приходится собирать мобов, поэтому хорошо, когда вы играете не один и у вас есть какой-нибудь напарник, который будет вам в этом помогать.
Качаемся мы в ГЦ только на верхних этажах. На нижние даже суваться не стоит. Там мобы вообще дебильные, лучники там дубовые, короче, забейте. И еще можно пойти на кладбище. Там есть небольшие спотики, которые можно фармить АОЕ. Но мне там лично не нравится. Но в целом там можно спокойно апнуть 61 уровень. Бафчик там сильно не нужен, хербы там падают хорошо, в одно окно самое то. Далее можем пройти 61-ю пайлаку, тем самым апнуть примерно 64-65 уровни. В этой пайлаке есть лайфхак, который работает почти на всех сервах. Можно не убивать всех РБ, а просто побежать к последнему и убить только его, и квест закроется. Самое главное, не забудьте в начале пайлаки поговорить с NPC, который даст вам меч, иначе квест не закроется при убийстве последнего РБ. Если вы не любите всяких пайлак, на 61 уровне идем в Swamp of Scream. Это, наверное, одна из самых топовых лог для гладов. Тут в целом все просто. Чем больше бафа, тем больше можем собирать парики. Для комфортного фарма тут СВС и заливки хватает с головой. Но в целом можно и под нуба бафом стоять. Правда, первое время вы будете, возможно, падать от мобов, ибо тут иногда могут застанить или в целом неплохо вас пробить. В любом случае, если вы умеете на ходу хавать хербы, которые падают с мобов, то в целом под нуба бафом будет тоже неплохо стоять. Ну и где-то на 66 уровне вам уже будет полегче, ибо с каждым апом уровня будут апаться ваши скиллы, и вместе с ними будут апаться уровни зарядок. Мобы будут падать быстрее, тем самым у них будет меньше возможности нанести вам серьезный урон. Стоять тут можно до 76 уровня. Даже на 68 мобов тут будет неплохой эксп до 76 уровня. А еще тут неплохо поднимается Адена. Если вам кажется, что эти мобы уже вам малы, можете пойти по локации выше, в сторону Стаката Неста. Там мобы будут выше уровнем. Если вам тут не нравится, или у вас не получается тут стоять, то есть еще пару локаций. Первая Field of Massacre. Тут АОЕ кучек немного, но чередовать их с мобами, которые бьешь с автоатаки, можно. Плюс тут падают хербы, и не нужен сильный баф. Минусы: не так много выходит экспы, но для одного окна то, что надо. Третий вариант, точнее это второй, третий, короче. Как я и говорил ранее, это АБГ. Тут 100% нужна заливка, без нее тут никак. Хербы не падают, но мобы очень ватные. Можно фармить даже в 2 окна с одной заливкой, но для большего комфорта с СВСом тут будет самое то. На 61 уровне идем в самый конец и выбираем себе свободный спот. Чем больше парики, тем меньше расход по МП. Но чтобы комфортно бивать большие парики, было бы неплохо, чтобы на СВС их кто-то водил. Но в целом глад в Ашмоте может без проблем их водить и убивать. Опять же, на каком-нибудь ПТ-серве тут можно стоять уже с 55 уровня, потому что штрафа на экспу нет, но будет туго. Нужен фулл баф и опять же нужны водилы. В целом можно еще понаркоманить, если лень водить парики и есть норм бафчик. На 64 уровне можно пойти в палвы. Берем лук и стоим там до 76 уровня. Либо если мы без бафчика, то идем в любую рандомку в палвах, и с рандомками там зачастую даже экс быстрее, чем в соло. В целом во всех этих локациях, где мы качаемся 61+, мы можем без проблем апать 76 уровня. Далее у нас идет кач 76+. Чтобы дальше качаться, нам нужны либо окна, либо рандомки, либо друзья, с которыми мы будем кач. В одно окно без пачек и без ничего уже не проканает. Начну с ПТС серва. На ПТС при наличии ЕЕ или ШИЕ все просто. Нам нужна пуха на Акум, нам нужен ДК-сет Роба и татушки на вид. А также 3 скилла, это Рут, Слип и Летал. Еще по-хорошему, чтобы был пис, но он не так важен. В случае с ЕЕшкой, то если не учить первопрофный рут, то можно взять на 76+ уровня рут от другого Берна. Скиллы нужно заточить хотя бы на плюс 4. Летал точим на мага атаку. И еще нам понадобится 3 мага 15 уровня. Лучше эльфы. И лучше, чтобы они были с профой и с татушками на каст. Но и в целом пойдут любые маги 15 уровня. От них нам нужен всего один скилл. Это яд. Соски в целом им не нужны. Добавляем яд в макрос на максимум. На всех 3 чарах. Всех этих 3 нубских магов ведем на спот. Спот выбираем тот, на который сможете добраться. При наличии БД будет очень легко пройти под ШД к любому споту.
Опять же, если вы БД где-то апнете до 77 уровня. Или при наличии хотя бы 56-го саммонера, вы можете через релоги пройти до нужного спота. Надо искать то место, где в округе не будет мобов. Типа возле Вортекса, где сейчас на фоне. Либо в конце ДВ, куда мы можем попасть с обычного телепорта в логово Антараса. Там даже ШД не надо и все остальное. Стать можно прям там. Просто удобнее это делать возле какой-нибудь стенки, где нет рядом никаких мобов. Что и как вообще происходит? Мы берем жирного пузатого моба, рутаем его и 3 нубскими магами жмем макросы на этот дебаф. И при использовании дебафов есть шанс намножить нужных нам мобов. Единственный нюанс, эти мобы сразу убивают этого мага. Но потом они не агрессивные. Мага ресаем либо ресом первого уровня, то есть тот, который экспу не восстанавливает. Это для экономии МП. Либо обычным ресом в магазине. Если у вас будет ешка ресать макс уровня ресом, то вы быстро сядете по МП. Большинство делают как? Большинство множат мобов штук 20-25, жирного моба писают, а потом просто всех разом леталом убивают. Для большей эффективности лучше это делать под фулл заюзом, там через невиты, релоги, всякие вот эти виталки. Но если это слишком заморочками, то можно просто в тупую делать как мы и просто херачить всех мобов подряд, которые появляются. Если нет возможности выучить пис, это если вы сделали ешку, то можно просто жирного моба держать все время в руте, либо в слипе. Пока вы леталами убиваете мелких мобов, на мелких тоже нужно закидывать рут, чтобы они не бегали. Слипы юзаем в основном для того, чтобы сбить каст скилла у мобов, потому что они могут вас с одного удара ваншотнуть. Но если вдруг вы оказались без рутов, то убивать придется через слипы, но это более затратнее по МП и более экстремальней. Тут можно стоять спокойно до 80 уровня, или же как минимум до 78, чтобы апнуть повы. На Астере же так не работает, потому что там фиксированный урон улетало. И я не уверен, что мобов можно там множить до бесконечности. Потому что я это не тестил, потому что я знаю, что там фиксированный урон улетало. Я тестил другую локацию, и там как раз у меня были такие проблемы. Плюс тут как бы ДВ уже переделано, оно не такое как раньше, и поэтому не факт, что можно тут намножить мобов до бесконечности. Это был такой самый имбовый способ, где нужен минимальный буст и всего 76 уровень у одного чара. Во всех других способах нам нужен пов, или ков, или чов, кому там как нравится. Самое простое, это если у вас есть заливка, идем в любую рандомку, там с магами, с физами, как бы заливки везде нужны. И там быстро апаемся до пова. И все. Либо же где-нибудь в соло ковырять. Опять же, за Берна можно пойти в тупую в ДВ в начало на мелких дракосов. И также их убивать леталами. Так, допустим, у нас появился пов, но нету буста. Если же вы играете на Астериусе и хотя бы в 6 окон, то при апе третьих проф у вас уже будет нормальная сумма денег, чтобы купить себе 150-ю и пушку. Если вы играете в 3 окна, то уже будет все посложнее. В идеале той же ешкой можно в том же ДВ на дракосах нафармить адены, убивать там кодексы и даркстоуны. Потому что без пушки кач заглада дальше будет Unreal. Фарм ДВ на дракосах касается всех серверов, хотя я на Астере точно не помню, честно, вообще не помню, там летал проходит или не проходит там максимальный урон. Но на Астере есть еще один вариант такой хороший, как рыбалка в Хотспринге. А на старте серва это очень актуально, там примерно по 100 лямов в час можно делать, даже может больше на гемах. Вот, а вот на ПТС такой способ не работает, там рыбалка другая. Конечно, можно извращаться и пойти в школу там с ашными или с бэшными дулями, но это полное говно. И вам там будет очень туго, особенно если вы в 3 окна. И значит вот, удалось нам найти денег на ишную пушку. Это будет уже или дули, или пика, там уже каждый сам выберет себе, что ему больше нужно. Вот. И при наличии заливки СВС вам придется качаться либо в школе, либо в ГЦ на горгулях сверху. Но на горгулях нам придется собирать парики. И желательно парики собирать каким-нибудь тем же СВСом. А масухи, гвада добавлять в макрос, если же опять вы играете один. Чтобы он сам без вашего вмешательства по КД атаковал ими. И таким образом как бы качаться. Но я надеюсь, вы поняли, о чем я. Добавляйте там 12 строк одну и ту же масуху там.
выделяете там таргет или там через Next Target, я не знаю, и просто нажимаете кнопку, релогаетесь на СВС и тупую вводите парики. Ну, что-то типа такого. Либо же мы идем в крипты по той же схеме. СВСом собираем, гвадом убиваем через эти вот макросы. Есть еще способ. Берем набор на стигму, если это уж и есть своя. Добираем людей в пати и идем фармить гецениз жирных мобов по одному таргету. Это при наличии и дули 150. Вот, это были основные варианты для ПТС серверов. Но в целом и на Астериусе эти варианты все тоже пойдут. Далее варианты кача 76+ с пикой. На самом деле забыл упомянуть то, что фарм с пикой на ПТС не совсем комфортный. Из-за того, что там умные мобы, скажем так. И когда ты собираешь их в одну кучу, они разбегаются в разные стороны, там обходят тебя там со спины, бьют тебя с разных сторон. И чтобы комфортно фармить на ПТС с пикой, нам нужно находить какие-нибудь закоулки, углы, я не знаю, в которые ты сможешь упереться, чтобы ты более-менее смог как-нибудь нормально фармить. А еще на ПТС у пика очень слабый вампирик. Такое чувство, будто вампирик идет всего от одной цели. Но многие меня уверяли, что нет, нифига. Вампирик идет со всех целей. Но по сравнению с Астром это небо и земля. Опять же, далее про Астры. На Астре все проще. Идем в гецениз, где жирные мобы. Добираем людей также с пиками и просто фармим там парики. На ПТС так не выйдет. Есть еще способ, если у вас фулл баф, идем в флог и фармим флоги парики. Спотов там много, выбираем какой вам больше удобен и фармим просто с пикой. Да, в флоге гвадом это не очень удобно из-за отсутствия агро, но в целом там можно качнуться до 80 уровня без проблем. Также при наличии фулл бафа мы можем добрать спойла и пойти спокойно в Hero Rift. Там мы качаемся и фармим как бы жизнь в шоколаде. Я, например, этим гладом, который сейчас на фоне, апался в ГЦ с пикой в руках, при том, что я сам в соло убивал всех мобов. А в руках у меня была 150 Икарус пика, Морай Heavy Set и фулл бафчик. На 80+ уровне мы либо продолжаем сидеть в ГЦ, либо идем в зи, то есть в зал иллюзий. Добираем беша и спойла и опять же при наличии фулл бафа стоим там до 85 уровня. Там в целом очень быстрый кач и качнетесь там очень быстро. Если у вас опять же там 3 окна всего, вы можете просто добрать тех, кого не хватает, там БД, там еще пару ДДшек можете взять и просто все время стоять там. Ну и еще я знаю один вариант, он только для Астра, парики в ДВ на Скорпионах водить. Я честно не знаю, как комфортно там будет без буста, но знаю, там люди качаются. На ПТС, конечно, способов поменьше, на ПТС, я думаю, о пике даже и задумываться не стоит. Нужно сразу упор весь делать на дуалы, потому что, как я говорил ранее, мобы там парики не любят, там приходится очень хорошо мучаться и страдать, чтобы пробовать этих мобов париками убивать. Знаешь, что на ПТС многие гвады с 76 уровня до 85 апаются в школе, либо же в ГЦ на соло мобах. Да, это долго, но типа гваду на ПТС очень сложно на хай-левеле, поэтому лучше это делать через кого-то, типа через Ешку в ДВ, либо через Ешку и даггера в сити. Поподробнее про циту я, возможно, расскажу в гайде про Пава, если будет кому интересно, потому что это довольно-таки геморройная локация с кучей ПВП, выкачкой отдельных чаров, чтобы там можно было хотя бы просто стоять и убивать мобов. И поэтому оно все же не совсем вписывается к гайду по дуэлисту. Типа по факту, чтобы стоять в сити, там нужны как минимум заливка, даггер и БД. А нам это уже не совсем подходит под наши реалии. В целом я постарался рассказать о всех способах кача, основных способов кача, которые я знаю за Глада. И если вы знаете какие-то свои там хорошие способы кач, то можете поделиться ими в комментариях, если, конечно, вам не жалко, чтобы там помочь другим людям. На самом деле способы фарма сильно переплетаются со способами кача. Если брать в пример ПТС сервы, то тут конкретно за Глада способов фарма очень мало. Я знаю лишь 3. Первый это школа полномочий с Ора на ТП. Я думаю, все об этом знают, что такое школа. Это одно из самых популярных мест, где фармят глады и тиры. И поправочка, я не буду писать, где и сколько, в какой локации фармится, потому что все сервера разные, с разной ритовкой, и точных цифр дать не смогу.
Фарм в школе начинается с 82 уровня. До этого там фарма практически нет. Основной фарм идет там от квеста, где нужно набивать итемов, там 400 итемов, и потом их обменивать на награду. В награду вы можете получить фаер-кристаллы, и випки, и арморки. Также с мобов могут падать книжки 82-е, там на вот эти вот пассивки, всякие протектов руна, там всякое такое. И кодексы гигантов. И еще куски на Марай, там шмотки, бижу и всякое такое. Второй способ фарма — это каты. Фармятся там камушки и обмениваются на античку. Или же на древнюю Адену, кто не знает, что такое античка. Фармим мы в самых хай-левельных катах, в самых последних комнатах. И третий способ — это качать людей за Адену в ГЦ. Как бы если у вас нормальный уровень, и хотя бы 81, и у вас неплохие дуалы, и неплохой бафчик, там вы можете в соло спокойно качать людей в каких-нибудь туалетиках, и как бы знаешь, что на ПТС берут оплату не по уровням, а по часам, поэтому в принципе там можно более-менее неплохо зарабатывать. Больше я способов на ПТС конкретно за Глада либо не знаю, либо забыл. Дальше поговорим о способах фарма за Глада на Астериосе. Я играл на Астериосе много раз на разных сервах. И знаком был с 3 разными хирогладами, у которых глады были как основной фарм-чар. И у каждого был свой способ фарма. И как раз эти 3 способа мы и рассмотрим, то есть я их приведу в основной пример, как можно фармить за глада на Астериосе. Первый глад фармил форты. За глада, конечно, фарм фортов это такое себе, но в целом солдатиков убивать можно. Кепов глад убивает очень долго, поэтому лучше к ним не лезть. Только если у вас есть фулл баф и нормальный буст. Ну а для солдатиков много бафа нам не надо. Тот, например, Глад, он тогда бегал под одним бафом ВК. Только сейчас там солдатики стали немного побольше дамажить. Я хз, выдержит ли Глад под бафом ВК сейчас или нет. Но опять же, если вы будете играть в 3 окна и у вас будет третьим окном СВС, то в целом, как бы, я думаю, без проблем там можно фармить. Но опять же, тот Глад фармил дуалами. А я считаю, что более профитнее форты будет фармить пикой. Опять же, если ты фармишь чисто солдатиков. Второй Глад, которого я знал, фармил школу. На Астере работает такая фигня, что чем больше людей в пати, тем больше итемов тебе капает. Даже если эти чары 76 уровня. Главное, чтобы у этих людей не было взято квеста на вот эти как раз итемы. И тогда тебе будет падать очень много. Работает это как в школе, так и на квесте в ГЦ. Помимо фарма итемов, он еще крафтил, по-моему, Марай концы, что ли. Я не знаю, то ли он в школе их фармил, то ли на ферме, честно, я уже не помню. Я не помню, был у него спейл или нет, но буста у него было нереально много. При том, что он играл всего в 3 окна. Третий Глад, которого я знал, он фармил Зи, то есть зал иллюзии. Фармил он его с пикой в руках и со спойлом в пати. По его словам, у него выходила, ну, нормальная атака Дены, поэтому я думаю, как бы не стоит недооценивать эту локацию. Также после обновы на Астере с бегающими мобами в ГЦ, там популярно стало фармить с пиками. И на одном из прошлых сервов Астера был один из топовых качеров ГЦ, это Глад. Глад с переточной пикой, которой он убивал мобов просто нереально быстро. Что я еще могу сказать? На старте сервера еще можно фармить рыбалку. Типа когда все туго и ты еще нигде не можешь стоять и фармить, рыбалка это очень хороший выход для любой профы. Особенно если вы играете в одно окно. Опять же, как я говорил выше, это работает только на Астере. И только когда вы рыбачите в локации Hot Spring. С определенными там нужными наживками и всем прочим. А если поконкретнее, то фармятся там сундучки, с которых есть шанс достать эгемы, которые очень неплохо стоят. Особенно на старте серва, когда нет еще мамонов. Также на Астере можно фармить камушки в катах. Ну, в целом я это говорил в способе про ПТС, но решил тут как бы тоже повторить. И, наверное, это все способы, которые я вспомнил или знаю, как можно фармить за Глада. И самое главное, забыл сказать, если вы будете играть в 3 окна, СВС и какая-нибудь заливка там, ЕЕ или ШЕ, то вам придется за античку у Носатого покупать банки хосты 2 уровня. Ибо вам категорически будет не хватать этого бафа.
Либо же вам нужен будет бычок, и который будет вам добафывать недостающие бафы. Просто у бычка баф будет длиться 2 минуты, а у банки 20 минут. В целом я все рассказал, что можно было рассказать, и на этом я буду завершать свой гайд. Если я в гайде где-то допустил ошибку, я дико извиняюсь, напишите, где ошибка, в комменты, если что, мы это обсудим. А также, если вы что-то узнали новое, пишите также в комменты то, что узнали. Интересно будет почитать, какой инфой я смог вам помочь. Также пишите, чего не хватает в гайде, и в следующем видео я, возможно, это добавлю. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы, новые гайды, и ставьте лайк, если это видео было для вас полезным. А с вами был тот самый Кип, и всем спасибо за просмотр, всем пока.